Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. В этом ролике я расскажу, что нового появилось в мире сериального контента. Здесь собраны для вас самые рейтинговые проекты малых экранов, которые вышли в январе 2025 года. И если ты считаешь, что есть другие, не менее достойные сериалы, напиши об этом в комментарии, и мы включим их в один из наших роликов с упоминанием твоего ника. Ну а мы поехали! В декабре 1988 года произошла трагедия. На борту трансатлантического рейса авиакомпании Pan Am, следовавшей из Лондона в Нью-Йорк, прогремел взрыв. Это случилось через 38 минут после взлета над шотландским городом Локерби. В результате катастрофы погибли все, кто был на борту. 243 пассажира и 16 членов экипажа. Обломки самолета упали на жилой район, оборвав еще 11 человеческих жизней. Локерби в поисках истины – британский драматический телесериал, снятый по мотивам книги Джима Свайера и Питера Бидлфа «Взрыв над Локерби. Отцовские поиски справедливости». Роль отца, который и ищет справедливость после гибели своей дочери Флоры на злополучном рейсе, исполнил Колин Фёрд. Его роли в фильмах «Король говорит» и «Одинокий мужчина» были отмечены премиями «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». В этом проекте его герой борется против системы. Сериал заставляет зрителя задуматься над тем, что жизнь нужно ценить, что счастье в том, чтобы быть рядом с родными и близкими, и что не стоит тратить время на жажду мести, которая все равно ничего не изменит. Это первый сезон сериала, который стартовал 2 января на стриминге Peacock. Ежедневно медицинский персонал Питтсбургской больницы сталкивается с огромным количеством пациентов. Робби – талантливый хирург и хороший руководитель. Коллеги и пациенты относятся к нему с огромным уважением. Прошло 5 лет с того дня, как наставник доктор Майкл стал жертвой пандемии. Но Робби так и не смог смириться с потерей. Он винит себя в том, что не смог спасти жизнь своего учителя. Но группа интернов, прикрепленная к нему, не дает своему наставнику расслабиться. Ведь когда дело доходит до практики, то не обходится без курьезов и недоразумений. Пит – медицинский драматический сериал. Исполнителю главной роли Ноа Уайли уже не впервые спасать жизни в рамках киноэкрана. До этого он играл доктора Джона Картера в культовом сериале «Скорая помощь». Видимо, этот факт породил у многих уверенность, что этот сериал является сиквелом медицинского процедурала. Но создатели опровергают такие утверждения, настаивая на том, что это совершенно другая история. Это первый сезон сериала, который стартовал 9 января 2025 года. 1857 год. Америка. Время, когда невинность и спокойствие проигрывают битву ненависти и страху. В этих жестоких условиях мирные люди становятся меньшинством, и лишь немногие знают, что такое истинное сострадание. Мир, в котором когда-то царили надежды и мечты, кажется, начинает рушиться. Люди, оказавшиеся в капкане своих обстоятельств, вынуждены бороться за выживание. В условиях доверия и доброта становятся роскошью, а каждый день становится еще одним испытанием. Первозданная Америка – сериал в жанре вестерн. Ведущие роли в проекте исполнили Тейлор Китч и Бетти Гилпин. Сериал повествует о борьбе за контроль над американским Западом и ожесточенные столкновения на почве религиозных и культурных различий. Отдельно отмечу красивый визуальный ряд, блестящую режиссерскую и операторскую работу и, конечно же, саундтрек. Это гитара с примочкой, как у Нейла Янга, музыку которого использовали в культовом мистическом вестерне «Мертвец» с Джонни Деппом в главной роли. Как раз эта музыка и добавляет мистические нотки в этот сериал. Он был выпущен на стриминге Netflix 9 января этого года. Первый сезон состоит всего из 6 эпизодов, которые уже есть в свободном доступе для просмотра. Марк – обычный офисный планктон. Его рабочие будни состоят из одних нулей, единиц и еще пары простых чисел. Каждый день он приходит на работу в офис, садится за компьютер и кликает на цифры. Но для чего, зачем и во благо чьих интересов он это делает? Не задается Марк и вопросами, кто ждет его дома, где он живет и чем занимается в свободное время. Причина в том, что он стал участником эксперимента под названием «Разделение». Теперь его рабочий и повседневный быт не соприкасаются друг с другом. «Разделение» – научно-фантастический сериал в жанре психологического триллера. Критики и зрители высоко оценили операторскую работу, музыкальное оформление, сюжет и актерскую игру, особенно Адама Скотта, исполнившего главную роль. Многие издания назвали его лучшим сериалом 2022 года. Проект получил 7 номинаций на премию Эмми, в том числе в категории «Лучший драматический сериал». Второй сезон стартовал на Apple TV+ 17 января и состоит из 10 эпизодов, половину из которых снова взялся режиссировать Бен Стиллер. Центральная фигура этой истории – Питер. Агент ФБР под прикрытием ожидает телефонного звонка, который определит его дальнейшую миссию. Приходит день, когда телефон принимает долгожданное сообщение.
Этот звонок толкает Питера на стремительный и опасный заговор. «Ночной агент» – сериал в жанре боевика и триллера. В основу сценария лег одноименный роман Мэтью Квирка. Роль ночного агента исполнил Габриэль Бассо. Премьера состоялась на Netflix в марте 2023 года. Сериал стал третьим по количеству просмотров среди дебютных сериалов за первые 4 дня. Это динамичный, интригующий и довольно увлекательный сериал. В процессе просмотра иногда кажется, что ты уже предвидишь дальнейшее развитие событий, но в итоге оказывается, что ты ошибался. Также стоит отметить хорошую режиссуру, достойную операторскую работу и отличную актерскую игру. Сериал имеет вполне заслуженный высокий рейтинг, который составляет 7,5 балла. Эта история разворачивается в элитном сообществе под названием «Рай». Там выдающиеся и успешные люди наслаждаются жизнью в роскоши и комфорте. Но идиллическую картину этого закрытого мира разрушает тело убитого бывшего президента США, которое обнаруживает в одном из домов. Предстоит разобраться, кто стоит за этим преступлением. «Рай» – сериал в жанре политического триллера. Режиссером проекта выступил Дэн Фогельман, на счету которого прекрасный сериал «Это мы». В актерской команде номинант на премию «Оскар» Стерлинг К. Браун, который, кстати, уже работал с режиссером в упомянутом сериале «Это мы». Также на экране мы увидим Джулиану Николсон и любимца женской аудитории Джеймса Марсдена. Сериал своими интригами и неожиданными поворотами держит зрителя в напряжении, заставляя гадать, кто же на самом деле виновен. Это первый сезон, состоящий всего из 8 серий, 4 из которых уже есть в доступе в нете. Эпизоды выходят по одному каждую неделю. Ну что, у меня на сегодня все. И если ты еще вдруг не подписан на наш канал, то не откладывай это на завтра. Смотрите и другие наши ролики, из которых вы узнаете много интересного. Всем пока-пока, услышимся!